Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Почти бритье, подведение итогов и поболтушки о бритье. Сегодня есть много интересных новостей, но обо всем по порядку. Предыдущее бритье, несмотря на то, что оно о станке, несмотря на то, что он попал под личины старых, ребята быстренько его раскусили. И как вот даже Олег Жаренков прислал фото, оказывается, это современный Восток. То есть, по крайней мере, это объясняет, почему он так хорошо сохранился. Это во-первых. Во-вторых, я не хочу делать выводы, что сейчас разучились делать станки. Но вот те, которые до того как были, хотя бы тот же кедр, но мне понравились гораздо больше. Они были интереснее как-то. И в бритье, если кедр такой сбитый, такой, знаете, тяж, то есть, средний тяж, наверное, где-то вот такой. И там он, каждое движение отточенное такое, знаете, прям вот просто удобно его держать в руке и бриться им по кайфу. Кстати, у Андрея Левченко новенькие такие появились на канале, прикиньте. Где-то недавно нашел прям с хранения канолевые бумажечки с паспортами, со всеми делами. Понятия не имею, сколько они стоят, но совсем недавно, наверное, где-то дня 3-4 назад увидел видео, как он презентует вот это все. Ребят, кому интересно, подумайте об этом, станок зачетный. То вот этот Восток, знаете, каких-то особых эмоций не вызвал. То есть, да, нормальный, да, вполне себе среднестатистический, но вот таким вот он и показался. Что не показалось о парфюмерии обзора, потому что, несмотря на то, что я даже не знал, от кого это, мог гипотетически предположить, но точно не знал. Это же прислали Александр со Стасом. То даже вот несмотря на это, мыло понравилось. И только потом, а после всего, Елена Литвин объявилась и говорит: Вадим, мое, я делала, отвечаю за свою работу. Вот это все меня навело на мысль на то, что даже не знаю, кто это сделал, все равно эта продукция вызывает приятное ощущение, вызывает желание ей пользоваться снова и снова, вызывает желание иметь ее у себя на полке. Вот так вот работает человек. Не подумайте ни в коем мере, я ее не захваливаю, и дифирамбы не пою. Нет, я просто пытаюсь объяснить свое отношение к тому, что делает эта женщина, девушка. Ребята, понравилось, реально понравилось. Именно поэтому, наверное, на следующем обзоре я опять повторю ее продукты. В общем и целом, ребята, огонь, просто огонь. Берем бальзам для бритья So Place. Правильно Александр Соболей вышел, там сказал: разрыв шаблона, разрыв мозга. Просто говорит, и вот не я один, видать, и Александр тоже попробовал, и тоже нет с чем сравнить совершенно. Кто? Александр Соболей. Тот человек, которому не надо рассказывать, как делать мыло, он сам вас научит, потому что мыло от этого человека, оно уже давно гремит, зарекомендовало свой определенный статус, и каждый, кто слышит слово «поли», уже понимает, о чем речь. То есть вот такой вот бальзам для бритья. Чем он понравился? Своими невероятными совершенно особенностями. После того, как вы его нанесли, у вас не лицо, а каток. И причем вы станком провели, а у вас все равно каток. Вы еще провели, а у вас еще каток. И вот если брея станком, к примеру, я бы нанес все это не на правую руку, а на левую, я бы вот так вот левую руку и мог бы до самого конца держать вместо помазка, я так думаю. Но это еще можно проверить. Потому что кончилось раз этой же рукой, знаете, сколько на ней остается? Всего дофига. И дальше пошел. Вот с клинковой тут другой вопрос. Елена упомянула, что она это делала все для своего любимого, чтобы он клинковый брился именно вот этим вот бальзамом для бритья. А технология, а техника, а как? Правой рукой мыть все равно, левой рукой будешь наносить, все равно мыть, потому что ты же и кожу подтягиваешь, и бреешься не одной рукой, двумя. И тут меня напрягают сразу две вещи. Первое, такое смывать с руки, это кощунство. Хочется это использовать до конца. Но тем не менее это придется сделать, и потом опять наносить, что ли, и так каждый раз, а это еще плюс ко всему трата времени. То есть очень было бы интересно, как вот суженый Елены брился. Вот это было бы интересно послушать.
Ну и гель после бритья. Веселый, задорный, игривый. Такой, знаете, какой-то молодежно-приколистый, рубаха парень с ветром в голове, который делает хорошие вещи, совершенно не думая об этом, а так совершенно походя, только потому, что это, ну, это его суть, это его характер, это его образ жизни. Вот таким он мне показался. Как он начал тут корки отмачивать с самого начала, помните, там на крупном плане, вот эта вот фигня внутри, так и дальше пошло. Даже после того, как нанес, ну, думал, сейчас что-то там, пленка, то все. Нет, ничего. Вообще. Просто кайф. Реальный кайф. Хорошая штука. Зачет. Ну, если прошлое бритье обсудили, хотел бы такие околобритвенные новости тоже рассказать, потому что, ребята, есть очень интересные новости. Наш подписчик Василий недавно прислал мне видео, в котором он показал кусочек того, что он нашел в Литуаль за совершенно смешные деньги. 999 рублей. Ребята, что за эти деньги просит Литуаль? Дает, вернее, станок, помазок, чаша, ну, маленькая металлическая, плюс подставка. Первая моя реакция была такая, знаете, настороженная. Ну, я уже не верю в чудеса. Ну, нельзя за 3 копейки Мерседес купить, если он рубль стоит. Ну, не бывает так. А нет, Василий присылает целое видео, где он показывает, рассказывает, дарам-дарам, и он уже побрился всем этим, и с его слов ему это доставило толику какого-то определенного удовольствия. Вы пока смотрите видео, но на всякий случай, вдруг кто-то любит все в одном флаконе и не задорого. Ну, мало ли там, дорогу, то все, ну, всякие ситуации бывают. Или так просто для новичка попробовать. Вот вам, пожалуйста, вариант. Литуаль, прямая вам дорога. Смотрим видео. Интересно. Трехсоставной. Ручка относительно такая имеет вес. Жалко, нету весов, конечно. Так бы можно было. Ага, плита. Нижняя плита легенькая. Голова. Вот. Так, помазочек, мне кажется, синтетика. Ну, ой, ну мягкий. Очень мягкий. Вот чашка. Ну, не знаю, в принципе, что тут можно работать. Нет, еще пока не пробовал. Ну, думаю, проверим. Дальше интересно стало в этом же магазине Литуаль. Увидел вот такое вот мыло интересное, понравилось. Думаю, надо попробовать. Это с банановым вкусом. Там их было много, но что-то решил с одного. Помимо этого прочего, дали 2 пробника интересных. Ну, один вот для любимой, она уже вот забрала его. Другой вот, видимо, мужской какой-то аромат, тоже интересно. Вот этот вот пробничек такой, как спрей, пшикалка. Но сразу непонятно. Но это, правда, пробники бесплатные. Так что вот так вот. Кому будет интересно, может быть, зайдут в свой Литуаль и попробуют приобрести. Ну и еще один мастеровой канала, это Дмитрий Долгов. Сегодня я вам покажу ту подставку, которую он сделал сам своими руками. И все это несмотря на то, что парню 18 лет. Кому-то она может показаться неказистой, даже там что-то где-то слишком уж простоватой. Кто-то скажет, фу, да не кокосовая, нашел что показывать. А нет, ребята, не скажите. Во-первых, человеку 18 лет. И в 18 лет вот эти фотографии доказывают, что у человека руки растут правильно. Из нужного места. Не из жо, как это иногда у молодежи бывает, а из правильного места. Это значит, правильная молодежь у нас растет. Это во-первых. Во-вторых, себя вспомнил. Только с армии пришел, мне был 21 год. Один в однокомнатной квартире, никого нет, ни родителей, ни посоветовать, ни каких-то средств. Ну, вот, ты заходишь и просто 18 квадратных пустых метров. Все. Ну, стол, телевизор, спутник, панцирная койка. Все, больше ничего не было. Ну, что-то там из белья. И вот тут меня как-то, знаете, пригвоздило. И думаю, ну а что? А что, не могу, что ли? И сам своими руками сделал себе тахту. Да такую, что, блин, я уже уезжал с той квартиры, она все еще стояла, была еще все, знаете, она была квадратная, несуразная, вообще, ну, прям вот не кокосовая, как я уже говорил сегодня. Но, тем не менее, это была моя тахта, которую сделал я, и на которой я спал,
долгие, наверное, 5 лет, 5,5 лет, пока Иванову не встретил. Да еще и после этого там кувыркались. Ну, в смысле, спали на ней. Поэтому лет 7-то на ней ушло. И все это своими руками, ребята. Так что, если что-то снаружи неказисто смотрится, но сделано своими руками, не судите строго. Это человек вот так вот себя самовыражает. И это нормально, это хорошо. Не украл, не своровал, а сделал сам. Но это же здорово. На этом, наверное, это и есть все бритвенные новости. Мне вам пока больше сказать нечего. А поэтому, если кому-то что-то интересно, пишите в комментариях. Пишите. Да просто пишите, что, господи, не найдете как спросить. Ну и в меру своих сил я постараюсь ответить на все ваши вопросы. На этом добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и подписывайтесь на канал, делитесь ими в видео. Любо, не любо, делайте, что хотите. Главное, чтобы нас становилось больше, и мы всему миру могли рассказать, как это классно. Бриться по-человечески. Ну все, пока-пока. Пошли бриться.